Главные новости сегодняшнего дня. На Филиппинах, недалеко от берегов Манилы в Тихом океане, в результате нападения акул погибли 3 российских туриста, которые занимались дайвингом. Среди них оказалась известная публичная личность, внучка легендарного советского певца Муслима Магомаева Анжела. Анжеле было 33 года, она увлекалась подводным плаванием и отдыхала на Филиппинах вместе со своим супругом. По данным зарубежной прессы, аквалангистов унесло сильным подводным течением, где и произошло нападение акул. Известного певца Александра Буйнова исключили из состава комитета. Причиной для столь жесткого решения стало дорожно-транспортное происшествие, совершенное Александром Буйновым, в результате которого он попытался скрыться с места происшествия и не оказал помощь пострадавшей. Комментируя данное событие, глава комитета товарищ Михалков заявил, что главная задача организации не превратить комитет в проходной двор, чтобы в организацию не попадали случайные личности. Отметим, что за время работы комитета в организацию пытались вступить многие известные артисты, такие как Дмитрий Певцов, Стас Садальский, Олег Газманов и Николай Расторгуев. Однако со временем их исключили из комитета за невыполнение профессиональных обязанностей. Команду Никиты Михалкова покинул Александр Бастрыкин. Это большая потеря для сотрудников комитета и организации в целом. Александр Бастрыкин оставил комитет по приказу президента, который заявил, что Александр Иванович должен занимать только одну руководящую должность, и поставил товарища Бастрыкина перед выбором. В итоге Александр Бастрыкин остается начальником Следственного комитета, но покидает пост заместителя команды Михалкова. На данный момент в антикоррупционном комитете 4 заместителя. Это главный финансист организации актер Юрий Назаров, актер Александр Домогаров, Андрей Белоусов и Евгений Пригожин. А после ухода Александра Бастрыкина место 5-го заместителя остается вакантным. По всей вероятности, его займет известный актер и член организации Максим Дрозд, который пользуется большим уважением и давно работает в комитете. Александр Бастрыкин отработал в комитете 8 месяцев. Он принимал участие во многих опасных проверках. Несмотря на уход из организации, Александр Иванович заявил, что по мере своих возможностей будет обязательно помогать своим товарищам. К слову сказать, что Александр Бастрыкин, несмотря на колоритную и брутальную внешность, в душе является очень добрым и светлым человеком. В свободное время Александр Иванович сочиняет стихи и даже играет на скрипке, а дети в шутку называют Александра Бастрыкина «дядя Степа, милиционер». Накануне Алла Пугачева вновь посетила Россию и провела в Москве целые сутки. Аллу Борисовну привело на родину печальное известие. Трагически погиб ее родной племянник Владислав Пугачев, и известная певица приехала на похороны. Владислав Пугачев – это сын родного брата Аллы Пугачевой Евгения Пугачева. Молодому человеку было 39 лет. Племянник Аллы Пугачевой погиб в результате несчастного случая на производстве. Владислав Пугачев в последние годы жизни работал начальником цеха моторного завода в городе Ульяновске. По словам близких и коллег племянника Аллы Пугачевой, Владислав Пугачев занимал активную жизненную позицию. Цех Владислава Пугачева много помогал участникам спецоперации, а сам молодой человек не щадил своего здоровья и полностью отдавался работе. Отметим, что Владислав Пугачев прожил весьма сложную и неоднозначную жизнь. В молодости он совершил ошибку и свернул на криминальную дорожку, оказался в местах лишения свободы на 5 лет за угон автомобиля.
Однако позже смог исправиться и нашел свое истинное направление в жизни, стал начальником производства. В последние годы Владислав Пугачев мало общался с Аллой Борисовной. У молодого человека осталась супруга и дочь. В зоне спецоперации тяжелое ранение получил известный российский актер Евгений Воловенко, который отправился на СВО вместе со своим двоюродным братом 3 месяца назад. К сожалению, брат актера погиб, а сам Евгений Воловенко находится в больнице. Евгений Воловенко знаком широкому зрителю по главной роли в сериале «По законам военного времени». Сегодня день рождения у народной артистки России, известной актрисы Татьяны Догилевой. Татьяне Анатольевне исполняется 68 лет. Татьяна Догилева хорошо известна широкому зрителю по фильму «Блондинка за углом», где она играла в паре с Андреем Мироновым. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.